Да, давно же здесь меня не было. И что же я вижу? 700 тысяч просмотров, 45 тысяч лайков, 5 тысяч комментариев и очередной срач. Я пропал, и канал почти мертв. Отличное время, чтобы вернуться. И как вы написали? О да, буду наводить суету. Я открыл эту тему, чтобы вроде как выпустить единичное видео, но залез в такую дыру. Я узнал много всего интересного, увлекательного и даже где-то пугающего. Думаю, что вам будет интересно об этом всем послушать. Выйдет еще несколько видео в продолжение, но сегодня же у нас видео, как выбрать идеальный лаунчер для Minecraft. Лицензия против пиратства. Суть в том, что меня беспокоит тот факт, что люди, даже имея лицензию Майнкрафта, используют пиратские лаунчеры по той или иной причине. Эти причины мы обсудим. Расскажу вам о самых интересных лаунчерах, если у вас есть лицензия и даже если ее нет. А также, как там обстоят дела с пираткой Майнкрафта. Стоят ли чего-нибудь слова самого Ноча, что Майнкрафт нужно пиратить? Меня зовут Эндендена, я тут борюсь с апатией, мне сейчас особенно нужна ваша поддержка. А так по традиции, я для вас провел немало изучений и попрошу, больше актива проявляете, больше контента получаете. А я начинаю наводить суету. Для начала небольшое пояснение, что вообще такое лаунчеры Minecraft. Возможно, я сейчас кого-то удивлю, но игра Minecraft, все эти текстурки, механики, структурки — это отдельный файл. То есть файлы. Ведь есть тонны различных версий, снапшотов, а еще можно поставить модификации, и будет еще больше файлов. Да, хотя бы на словах это звучит как непонятно что, но все это можно отдельно запустить и играть. Лаунчер Майнкрафта же все это упрощает. Это интерфейс для взаимодействия с игровыми версиями, их скачиванием и модификацией. Короче, бывают лицензионные лаунчеры, ваши любимые пиратские, а также модовые для проектов. Это также довольно смутная история, которую мы оставим для темы другого видео. Сейчас же у нас лицензия против пиратства. Ребят, тут вставлю важную поправку. Я не пытаюсь навязать вам свое мнение. Я пытаюсь переубедить вас, предоставляя какие-то факты, но никак не заставить вас сделать какой-то выбор. Это лично ваше дело, с вашей головой. Главное, что я доносил и буду до вас доносить, пиратство — это нехорошо. И тут дело вовсе не в том, что Microsoft не получит свою прибыль, или я не получу очередную зарплату от них. Дело в том, что это нарушает баланс вселенной. Особенно дело в том, что пиратство Майнкрафта подвергает вас реальной опасности. Многие пираты частенько ссылаются на слова самого Пресвятого Ноча, который написал следующее: просто скачайте пиратскую версию. Если она вам все еще будет нравиться, когда вы сможете ее себе позволить, тогда купите. И не забывайте чувствовать себя виноватым. Но дело в том, что Ночь уже продал Майнкрафт. Его слова больше ничего особо не значат. Майнкрафтом владеет Microsoft. И теперь лицензионные соглашения, они же ЮЛА, четко запрещают несанкционированное распространение и использование игры. Шах и мат, пираты! Ну а Виз вообще молодец, красавчик, очень сильно постарался, чтобы донести вранье на 10 миллионов зрителей. Если вкратце, то оказалось, что по правилам просто запрещено бесплатное распространение Майнкрафта. Твит Ночи от 2012 года, где Ночь говорит: просто пиратьте Майнкрафт. То есть, по сути, они используют пиратские лаунчеры для рекламы Майнкрафта. Эх, ладно, я понимаю, что, чтобы я тут не говорил, те, кто играет на пиратке, у вас не появится возможность купить лицензию. А если можете, купите. Дальше расскажу о ее чудесах. Я осуждаю пиратство, но беспокоюсь за безопасность всех. Так что немного вам подскажу. Что делать пиратам? Сейчас, к сожалению, вариантов не особо много. Более безопасный лаунчер, который можно спокойно себе устанавливать, Legacy Launcher. LL, TL Legacy — его старое название. Я говорю об этом, судя по его репутации. За ними нет ничего плохого. Но для справедливости, у них не все идеально, но они чистые. Особенно я пытался это передать в отдельном ролике про Legacy, где рассказал о его интересных особенностях. Гляньте, если интересно подтвердить. Занимательно, что недавно Mojang кинули на Legacy жалобу. И что они сделали? Legacy запретили скачивание их лаунчера с сайта. Правда, для всего остального мира, кроме СНГ. Но тем не менее, они могли этого не делать. Ведь для них это, если подумать, потеря западной аудитории. Я думаю, на другие популярные лаунчеры также поступили жалобы. Но если посмотреть на тот же орговский TL, никакой реакции не было. Какие здесь можно сделать выводы? И значит, если смотреть на остальные пиратские лаунчеры, у них так или иначе сомнительная репутация. Многие в чем-то да были замешаны. Это какие-то кражи, плагиат, серые или даже черные темы. Все это пятна в их истории.
с учетом того, что они предлагают пиратский продукт, а также, зачастую, являются коммерческими предприятиями, то есть пытаются зарабатывать деньги на чем и как угодно. Реклама всего подряд, продажа подписок, премиумов и товаров. Поймите правильно, я согласен с необходимостью монетизации и получения прибыли, чтобы потом вкладываться в улучшение своего продукта. Но позвольте, тут тонкая грань до того, чтобы начать гнаться за одними деньгами. И что помешает заработать, слив те же самые данные пользователей? Думаю, вы не раз слышали сообщения о крупных сливах данных, а сколько еще мелких? Ох. Вот, к примеру, один подтвержденный телеграм-канал, где публикуют различные сливы. Страшно смотреть на это. Но зато компании за подобную утечку грозит страшное наказание. Штраф до 150 тысяч рублей. Для компании. Ну, как бы... В последнее время также говорят о различных пиратских форках известных лицензионных лаунчеров, таких как Eli Prism Launcher, PolyMC и другие. У них вроде как открытый исходный код, который размещается на GitHub, оттуда же скачиваются их официальные установщики. В принципе, тоже себе вариант, но думать вам. Теперь я представляю вам конкретную, универсальную инструкцию по выбору идеального лаунчера для Minecraft. Для начала немного общей информации. Перед тем, как качать первый попавшийся лаунчер или тот, который вам кто-то посоветовал, я настоятельно рекомендую потратить немного времени на его исследование. Проверьте источник. Следует скачивать вообще любые программы только с официальных сайтов. Не имеет значения, насколько знакомо вам название лаунчера, если вы его скачиваете с левого сайта. С большой вероятностью в нем будут содержаться вирусы, так как на это и рассчитывают мошенники, владельцы таких сайтов. Официальные сайты программ часто указаны в их официальных соцсетях, где у них обычно много подписчиков. Проверяйте YouTube, ВК, Telegram и подобное. Изучите различные факты и отзывы о лаунчере. Не стоит принимать решение о скачивании только потому, что его кто-то порекомендовал. Немало примеров, когда подкупают людей, накручивают отзывы. Да, проверке на вирусы также стоит уделить отдельное внимание. Даже если продукт проверенный, не будет лишним проверить его хотя бы на VirusTotal. Но учтите, что могут быть ложные срабатывания разных не особо популярных антивирусов, а также VirusTotal может вирусы и не найти. И главное, по моему мнению, репутация. Это именно та вещь, на которую в первую очередь стоит обращать внимание и по которой стоит судить. Как я говорил в прошлых видео, в наше время полно умников, которые могут написать код вируса так, что его не найдет ни один антивирус. GPT. Вирусы ведь могут быть спрятаны в программе или ее установщике так, что ни один антивирус их там не найдет. Да, это возможно. Вирусы и другие вредоносные программы могут быть скрыты в программе или ее установщике таким образом, что обнаружение их антивирусными программами становится затруднительным. Это может быть достигнуто несколькими способами. В реальности же есть отличный пример. Инцидент, который произошел совсем недавно. Вирус Fracturizer, которым пользователи заражались через jar-файлы модов Майнкрафта. И признаком его обнаружения являлось наличие каких-то файлов в какой-то папке, но никак не результаты проверки антивирусом. Вот так. Больше информации я рассказал в ролике про вирусы, который понятно, что никому не интересен, вам только развлекуху. Итак, сама универсальная инструкция по выбору лаунчера Minecraft. Первое. Смотрим, что за лаунчер. Находим его официальный сайт через соцсети. Второе. Изучаем информацию о нем, как его описывают создатели, если у него исходный код на том же GitHub. Третье. Изучаем отзывы о лаунчере на разных ресурсах, видеообзоры, форумы, какие-то сообщества. Но желательно, чтобы эти отзывы не сильно его нахваливали, а то понимаете. На всякий случай проверяем его на вирусы различными способами. Для особых энтузиастов можно воспользоваться виртуальной машиной и провести его полный анализ. Немаловажно, посмотрите, как он вам по удобству, функционалу и внешнему виду, чтобы вам было приятно им пользоваться. Все это можно изучить, не скачивая его, просто вбить на YouTube или поисковике, посмотрите видеообзор или его картинки. Сравните этот лаунчер с другими, может есть более лучшие варианты. Надеюсь, эта инструкция будет долго актуальна и многим поможет в выборе лучшего лаунчера Minecraft. А сейчас мы пройдемся по наиболее хорошим лицензионным лаунчерам Minecraft. Все это актуально на начало 2024 года. Заодно, надеюсь, у вас отпадет вопрос, какой лаунчер я, Endendena, использую. К вашему вниманию, MultiMC, Prism Launcher, AT Launcher, CurseForge, ModrinSub и GD Launcher. Спасибо большое, кто принимал участие в обсуждении в том же Телеграме. Залетайте, там будут и другие обсуждения для видео. А специально для тех, кто внимательно смотрит этот ролик, там и разыграют Telegram Premium. Если какие-то из лаунчеров вы не увидите далее, значит я по какой-то причине решил сюда их не включать, а возможно просто упустил.
И начнем мы, пожалуй, с официального лаунчера. Давайте разберемся, почему все-таки не он. Да, это самый надежный и безопасный лаунчер. Он всегда будет верно работать, надеюсь. Но если бы не ряд его недостатков. Долгие загрузки, какие-то частые подгрузки, периодическое выкидывание с аккаунта Microsoft, трудная установка модифицированных версий, я вот даже шарящий человек с трудом могу поставить сюда фабрик. Также впаривание продуктов от Microsoft. А из плюсов у них есть Quick Play и удобная смена скинов. Кстати, я лично только из-за удобной смены скинов и держу у себя на ПК этот лаунчер, чтобы не заходить на сайт. В целом, если вы чисто периодически запускаете лаунчер, чтобы поиграть в одну ванилу, это хорошее решение. Решение ваше, но блин, ребята, время уже не то. Моды так или иначе полезно использовать. Но если я вот, к примеру, занимаюсь сборками, меня очень раздражают и мешают все эти приколы. Напишите в комментариях, кто с этим сталкивался или может кто с чем поинтереснее. Далее я расскажу о лаунчерах, которые по сути используются для удобной работы со сборками модов. Но некоторые из них, даже для ванилы, могут стать отличной заменой официального лаунчера, так как в них отсутствуют вышеперечисленные недостатки офф-лаунчера. Чтобы не повторяться, скажу, что все приведенные здесь лаунчеры имеют открытые репозитории с исходным кодом на GitHub, по которому можно проверить, как они работают. Также у них активное сообщество, да и в принципе майнкрафтеры их рекомендуют. Итак, MultiMC и Prism Launcher. MultiMC это для многих легенда, которая существует с 2013 года, а Prism это его форк или улучшенная версия. Короче, это один и тот же лаунчер, но Prism с некоторыми исправленными проблемами и улучшениями. Эти лаунчеры позволяют разделить каждую вашу новую сборку по отдельной папке и позволяют удобно со всем этим взаимодействовать. Моды, шейдеры, миры. Плюс можно удобно скачивать готовые сборки модов с различных репозиториев, но в призме их больше. На мой взгляд, главными минусами этих лаунчеров является довольно неудобное использование как с точки зрения функционала, так и по устройству интерфейса. К примеру, новичкам тут разобраться довольно трудно. Также минус, что тут, создавая свою сборку, вы должны выбирать файлы модов, которые у вас уже есть на ПК. То есть скачиваете вы их сами и потом сюда закидываете. В целом, если вы привыкли ручками создавать сборки, закидывать файлы в папки, как в том же Legacy, это вполне себе. При том, что лаунчеры выполняют свои функции, они позволяют удобно взаимодействовать с файлами, которые разбиты по папкам. Особенно выделяется, что они написаны на C, C++, из чего следует, что они очень хорошо оптимизированы. Они потребляют вот прям очень мало ресурсов, около 50 мегабайт оперативки. А также у них поддержка русского языка. И котята. Это ежик там. О. Это я его... это я кота спавнил. Ашара. Спавнил кота. О. Ну, забавно такая простая функция, типа, ну, вот такие вот приколы добавлять. Кстати, последнее обновление MultiMC вышло еще в 2021 году, а Prism Launcher вот неделю назад. В общем, стоит использовать Prism Launcher в том случае, если у вас довольно слабый компьютер, а также, если вы согласны создавать сборки своими руками, или вы просто хотите скачать чью-то готовую сборку. Да, я чувствую, как ты, любитель Prism Launcher, уже потянулся писать гневный комментарий. Не, ну ты все-таки что-то да напиши. Да, я немного пролетел с проверкой Prism Launcher, я просто не заметил, что здесь все-таки есть кнопка скачать моды. Либо я слепой, либо просто непонятно. В общем, главное позитивное отличие Prism от MultiMC в том, что тут можно легко искать и скачивать моды как с CurseForge, так и с Modrins. Это уже офигенно. Но правда, тут отсутствуют категории, а также вот у меня наблюдаются какие-то проблемы с Modrins'ом. CurseForge App. Да, это именно приложение. Оно от одного из крупнейших хостингов модов, куда загружают свои модификации официальные разработчики модов, как Майнкрафта, так и многих других игр. То есть довольно репутационное место, хоть и со своими проблемами. Значит, лаунчер у них довольно красивый, приятный для использования. Предоставляет весь необходимый функционал для работы со сборками. Но тут все действительно понятно и легко разобраться, что от тебя хотят. Моды тут качаются по одному клику, все весьма просто. Но качаются они только с ресурса CurseForge. То есть, на мой взгляд, это недостаток, так как отсутствует альтернатива и возникают еще кое-какие трудности, позже расскажу. Но это все фигня. Все это перекрывается проблемами официального лаунчера. То есть сборку мы собрали, все прекрасно, но для запуска Майнкрафта он использует оригинальный лаунчер. И тут начинается. Мало всех проблем, так он еще берет и скачивает второй лаунчер, когда у меня уже есть один на ПК. Что?
Что ты делаешь? Ну и далее, авторизуйтесь в аккаунте, я скачал все файлы, сборки, а я докачаю тебе еще файлов. Ну вы поняли. Мне такое не нравится, хоть я и какое-то время им пользовался. Потребляет он около 200-300 мегабайт оперативной памяти, даже работая в фоне. Уже солидно. В общем, на мой взгляд, не особо такой вариант. Идем дальше. GD Launcher. Его я могу назвать более хорошей альтернативой CurseForge приложению. Как минимум клиент Майнкрафта тут запускается свой, а не подтягивается официальный, отчего все работает быстрее и приятнее. По оформлению он также выглядит достойно. Моды качаются и устанавливаются по нажатию одной кнопки. Но недостаток, что автоматически не устанавливаются зависимости для модов. Также я столкнулся с проблемой, когда готовая сборка почему-то решила нормально не скачиваться. Я пытался несколько раз ее перезагрузить, но все тщетно. Я не понимал, что от меня хотят. Недостатком является то, что моды тут скачиваются только с CurseForge, а также отсутствует и русский язык. Да и, как я понимаю, вообще возможность смены языка. Лаунчер написан на JavaScript и кушает около 300, бывает больше, мегабайт ОЗУ. AT Launcher. Я надеюсь, вы правильно услышали, а то тут бывают всякие, именно AT Launcher. Я перепробовал немало лаунчеров и пришел к мнению, что для меня это самый удобный и приятный в использовании. После этого я расскажу о еще одном отличном лаунчере, но почему для меня именно этот? По оформлению он выглядит просто и минималистично. Хотя да, можно было и лучше. По взаимодействию с ним все легко и понятно, нет ничего лишнего. И в то же время, сколько я его использую, я замечаю различные продуманные детали, которые повышают удобство его использования. Надеюсь, вы понимаете английский язык, чтобы разобраться в его интерфейсе. Иначе смену языка в лаунчере не так просто сделать. Но можно. Для этого нужно скачать локализацию и установить его исходный код. Более простой вариант – локализация ставится в jar файл лаунчера в эту директорию. Иначе придется компилировать исходный код лаунчера в exe. Создание сборки происходит довольно просто в разделе Create Pack, после чего она появляется в разделе с установками, где вы уже можете с ней работать. Моды устанавливаются по одному клику. С модами вам предлагают установить все необходимые зависимости по типу того же Fabric API. Также все моды и сборки легко обновить. Но главное преимущество в том, что тут есть альтернатива. Можно скачивать как с CurseForge, так и с Modrins. Кажется, ерунда. Дело в том, что некоторые разработчики, между прочим, после инцидента с фрактурайзером, о котором я выпускал видео, этот инцидент стал для них последней каплей работы с CurseForge, и они оттуда ушли и перестали там постить свои проекты. То есть, теперь некоторые моды есть только на CurseForge, а некоторые только на Modrins. И черт возьми, вот я, к примеру, активно занимаюсь сборками, собираю большие сборки, и что, это я должен лазить по разным сайтам и качать все это своими ручками? Надеюсь, поняли. Ну и естественно, тут есть раздел для скачивания готовых сборок. Тут для этого есть самые различные ресурсы. Кстати, интересная фишка – возможность удобного создания сервера с ядром под сборку, которую вы собираете. Такая возможность есть еще в GD Launcher. Лаунчер также написан на JavaScript и кушает в пределах 300 мегабайт оперативной памяти. Сам использую, рекомендую. Modrins App – недавно вышедшее приложение от сервиса Modrins, который также является одним из крупнейших хостингов модов в Майнкрафте, как и CurseForge. Они выходят конкуренты. И значит, в каких-то кругах выход этого приложения навело шуму, так как сервис Modrins сам по себе выглядит довольно солидно. А тут они еще свое приложение выпустили. И что вы думаете? Приложение реально годное. Дизайн – мое почтение. Продуманные разделы, элементы, все взаимодействие. Это продукт, которым действительно приятно пользоваться. Основные возможности по созданию сборок также на месте. Выбрал игровую версию, выбрал загрузчик модов и накачал модов по одному клику. Все зависимости также удобно устанавливаются. Что здесь же, моды качаются только с Modrins. Почему это плохо, я объяснил раньше в разделе о IT-лаунчере. Как я понимаю, он написан на TypeScript. И потребляет он всего 30, максимум 60 мегабутов оперативной памяти, то есть даже меньше, чем Prism и MultiMC. В целом могу сказать, что это отличный лаунчер. Значит, ребятки, я постарался для вас все это хорошо проанализировать и донести до вас все самое интересное и полезное. Еще раз напомню, что сюда могли попасть не все лаунчеры. Можете поругаться об этом в комментариях, либо у меня в Телеграме. Рассказывайте, что вы еще знаете об этих и других лаунчерах. У меня есть идея в ближайшее время организовать какое-нибудь общее место, где собирать информацию и отзывы о различных лаунчерах, чтобы вам было проще определиться с выбором. Возможно, ссылка будет в описании. Хочу поблагодарить всех, кто предлагал и обсуждал эти лаунчеры вместе со мной. А также большое спасибо моим поддержаторам, суперспонсору Эйфории, спонсору Метаркорнии, суперфанату Гилза, а также всем фанатам. Я это ценю. А я пошел готовить вторую волну суеты.